Привет, меня зовут Марина, и вы на канале Мари Россо. Пока я подготавливаю несколько проектов покрупнее, надеюсь, они вам понравятся так же сильно, как я стараюсь над их созданием. Предлагаю вместе с вами тем временем сплести интересный браслет-косичка и чокер-косичка. По интересной технологии. Надеюсь, вы так же, как и я, успели соскучиться за бисерными видео, поэтому не будем тянуть, поехали! Сегодня разберем, как плести такой браслет-косичка. В исполнении он прост, справится даже новичок, а выглядит необычно, нежно и воздушно. И его можно сделать даже двусторонним. Бисер, используя при этом самый обычный, не калиброванный. Нам понадобится леска или нить для бисера. Я буду использовать леску диаметром 0,3 мм, одна бусина 8 мм, ножницы и бисер. Я взяла 7 цветов в пастельном оттенке. Подготавливаю рабочий стол. Выбранные цвета будут хорошо перекликаться между собой. Грубо говоря, каждый цвет у меня фигурирует по 2 раза. Сероватый, желтый, зеленый и голубой. Как видите, бисер самый обычный, дешевый. Попадаются и побольше в размерах, и совсем маленький. Но для этой работы не принципиально. Для одной цепочки все эти 7 цветов мы будем использовать 2 раза. Что я имею в виду? Вот 7 колечек идут последовательно тому, как бисер стоит в тарелочках. А затем цвета следующих 7 колечек повторяются. 2 таких цепочки уже есть, а третью сейчас сплетем вместе. Отмеряем леску где-то 80 см. И нанизываем на нее 20 бисерин первого серого цвета. Придерживаем второй конец лески, чтобы бисер не ускользнул от нас. После чего набираем еще одну и заходим в нее вторым концом лески навстречу. Складываем вместе концы лески и протягиваем. Посредине лески образовалось первое колечко серого цвета. Берем следующий цвет. У меня это нежно-желтый, у вас может быть любой другой. И нанизываем на каждый из концов лески по 10 бисерин. Вот так. На любой из концов набираем еще одну желтую и проходим в нее навстречу вторым концом лески. Подтягиваем. Второе колечко есть. Берем следующий цвет, зеленый. И на левую я уже нанизала 10 бисерин, а на правую 11. В 11-ю прохожу вторым концом лески. Протягиваю. И вот уже третье звено. Дальше нежно-голубой. Набрала 10 и 11. И прохожу навстречу второй леской в 11-ю бисерину. Вот так вот получается. Дальше делаю колечко с нежно-салатового, который на камеру почему-то кажется белым. За ним делаю желтое колечко. И 7-е колечко голубого цвета. Хорошенько подтягиваем. А дальше то, о чем я говорила в начале. Еще раз повторяем каждый цвет. Тут я случайно уронила телефон со штатива и еще полвечера сортировала бисер. У нас есть все 3 цепочки, но вот последняя будет отличаться. На ней мы сделаем застежку. Складываем лески вдвое и нанизываем 2 бисерины такого же цвета, как и последнее колечко. Затем продеваем бусину. Как оказалось, бисер тонет в отверстии бусины, но это нам даже на руку. Будет крепче застежка. Все хорошенько подтягиваем и нанизываем еще 2 бисерины. Спускаем их по леске. Последнюю немножко приподнимаю выше и возвращаюсь лесками назад, пронизывая 2-3 бисерины.
Вот мы вывели обе лески через бисер и бусину. Придерживаем за последнюю бисерину, это поможет равномерно подтянуть леску. И на этом этапе завязываю 3 крепких узелка. И обрезаю леску. Таким образом мы надежно зафиксировали бусину-застежку. Итак, у нас есть 3 цепочки, на каждой из которых по 14 звеньев. За основу берем цепочку с застежкой. Вторую цепочку переверну, чтобы был перелив цвета. Продеваю первое колечко через бусину и спускаюсь по первому голубому кольцу. Вот так. И третью цепочку также пропускаю по бусине и по первому голубому кольцу. Вначале очень важно левой рукой поддерживать все 3 цепочки, чтобы они не съехали со своего места, а правой распределять по нарастающей, где первая, вторая и третья цепочка. Теперь последним звеном первой цепочки нам нужно пронизать серое и желтое кольцо. Для этого немного сплющиваю его пальцами. Протягиваем до конца. Снова определяем первую, вторую и третью цепочки. Первой цепочкой пронизываем следующие 2 желтых кольца. Протягиваем. При необходимости разравниваем цепочки, чтобы не крутились. Теперь проходим в следующий образовавшийся проем из желтого и нежно-желтого кольца. Протягиваем и снова равняем косички. Теперь проходим посреди желтой и белой. Уже вырисовывается интересный перелив цвета. Теперь первой цепочкой ныряем в 2 белых круга. Протягиваем. Затем внутрь белой и зеленой. Дальше зеленой и голубой. И чем дальше от края браслета, тем легче находить те самые ячейки для пронизывания. И что это аж настолько занимательный процесс, я тоже не могла себе представить. Придерживаемся нескольких главных принципов. Не пропускаем колечек при пронизывании и распределяем цепочки, чтобы первая всегда проходила в звенья 2 других. Делаем все последовательно и наслаждаемся переливом цвета. Ведь при такой технике плетения сложно предугадать, как точно в конечном итоге ляжет цвет. Вот наш промежуточный результат. А под конец становится легче протягивать, поскольку цепочка становится короче и короче.
Сейчас прохожу в эти две нежно-желтые. И в конце у нас получается такая себе лесенка. Тут еще мне браслет позволяет зайти в эти два ближайшие желтые кольца. Протягиваю. Возвращаюсь к первой, так сказать, цепочке. Смотрим. Здесь я также могу еще пронизать эти два кольца. Проходим в желтое с серым. И вот это первое колечко спокойно еще проваливается в те два серых, что за ним. Протягиваю, и все, браслет полностью готов. Потому как это крайнее колечко и послужит нам второй частью застежки. Меня очень удивляет и интригует, сколько еще может быть комбинаций цвета в этом браслете. Ведь сплетенные по одному принципу браслеты выглядят совершенно по-разному. Кстати, к слову, этот бело-голубой браслет был моим первым. Колечки набирала, чередуя два цвета. А когда уже собрала звенья, он получился двусторонним. Уточнила я это для того, вдруг и вы захотите себе сделать такой же. Меня затянуло, и в тот же вечер я села плести себе еще и чокер на шею. По длине каждая цепочка 21 кольцо. В начале плетения вместе с бисером нанизала застежку, а к тем 7 цветам добавила еще один – розовый. И точно так же, как браслет, начала сплетать чокер. Вот кто попробует, отпишитесь мне в комментариях. Вас так же, как и меня, поглотил процесс плетения такой косички или нет? Ну а в конце чокера, кроме крайнего колечка, я подтянула еще одно, второе. Ним я закрепила вторую часть застежки, а именно цепочку, чтобы можно было регулировать размер и посадку чокера на шее. Мне прямо очень понравился этот необычный способ плетения. И узор, и такие чудесные зефирные украшения на выходе. Уверена, они подойдут под множество нарядов из ежедневного гардероба современной девушки. Я очень стараюсь сделать так, чтобы мои видео выходили как можно чаще, поэтому следующее видео вот-вот появится на канале. У него необычная история и путь создания, поэтому оно просто обязано быть здесь. Я надеюсь на вашу поддержку. Всем отличного дня! В скором мы встретимся с вами еще, как обычно, на канале Мари Россо.